Дота против Лиги Легенд. Эта формулировка звучит уже столько лет, что стала культовой. Сотни видео, тысячи споров, бесконечное обсуждение. Все пытаются ответить на один вопрос: что лучше? Но в попытке ответить с каждым разом вопросов становится все больше. И самое странное — это не сами споры, а то, с каким презрением фанаты двух игр относятся друг к другу. Вражда между сообществами порой выглядит так, будто речь идет не о видеоиграх, а о политике. Они без преувеличения ненавидят друг друга. Но почему так вышло? Откуда вообще взялась эта ненависть? Кто у кого что украл, что с графикой и какая игра все-таки лучше? Чтобы разобраться, нужно сделать то, чего раньше никто не делал. Заглянуть в историю и проследить, как именно развивались не только конфликты в сообществах, но и борьба самих компаний. Но сначала обсудим одну немаловажную тему. Иногда, глядя на споры лулеров и дотеров, думаешь, вот бы они тратили столько энергии не на вражду, а, например, на учебу, с которой рано или поздно придется столкнуться. Однако именно вы сможете играть сколько влезет и не беспокоиться о своей успеваемости. О ней побеспокоится Work5, ведь Work5 — это сервис, который проконсультирует по курсовым, дипломам и другим студенческим работам. Заполняешь простую форму, и уже через пару минут менеджер подбирает специалиста, разбирающегося в теме. Цены видны сразу, сроки короткие, а если вдруг преподаватель скинет правки, Work5 обеспечит вам бесплатную консультацию. Кстати, у них недавно появился новый способ оплаты. Можно платить долями в 4 части аж на 2 месяца. 1 600 000 пользователей по данным SimilarWeb и номер 1 по количеству офисов в России. Доверьте свое образование профессионалам из Work5 и оформите заказ прямо сейчас со скидкой в 10% по промокоду CROW10 или же сканируйте QR-код на экране. Началось все с выпуска первой доты. По сути, это даже не было полноценной игрой, это была пользовательская карта игры Warcraft 3 Reign of Chaos. Помимо Pendragon и Еул, ее разработчиками являлись две немаловажные личности – Гинсу и IceFrog. К слову, никто и представить не мог, что игра станет настолько популярной, ведь база игроков сотни тысяч на момент 2004 года уже давно выходила за рамки онлайна обычной пользовательской карты. Спустя год по ней и вовсе проводились киберспортивные мероприятия, а основатели игры задумались о том, куда двигаться дальше. Ведь сам факт того, что Dota — это просто фанатская модификация Warcraft, явно ограничивал возможности разработчиков и обновления как таковые. Поэтому геймдизайнер Гинсу и создатель самого популярного форума Dota Pendragon решили объединиться с основателями компании Riot Games, коими являлись Брэндон Райс Бек и Марк Триндамир Мэрил. Их никнеймы, кстати, увековечены в названиях предметов и персонажей игры. IceFrog же решил сосредоточиться на обновлениях первой доты, а в 2009 году был нанят компанией Valve для работы над независимой второй частью игры Dota 2, которая вышла в 2013 году, на 4 года позже Лиги Легенд. Наверняка вы уже успели задаться вопросом, а когда же все-таки началось противостояние компаний и гневное столкновение сообществ? Ну что же, и то произошло еще до выхода второй доты. В конце 2009 года на сайте Dota All Stars, созданном Pendragon и посвященному второй доте, появилась реклама Лиги Легенд. Игроки сразу же сосредоточились на поиске информации по новой игре, и кое-что их и вправду удивило. LoL на выходе обладал бета-версией механизма реконнекта или переподключения. Это позволяло вернуться в игру, если ваш клиент крашнулся, либо интернет пропал. Это и вправду был настоящий прорыв, однако интересен тот факт, что механизм реконнекта впервые был упомянут программистом Warlock, который в подозрительно близкую дату делал абсолютно то же самое – программу Ghost Proxy++. Причем она была только для первой доты, о чем на форуме писал IceFrog. В начале 2010-го при выходе бета-версии программы Ghost Proxy++ и ее сравнении с аналогом от Riot, игроки поняли, что механизм на самом деле один и тот же. На это ушел месяц, потому что код этой функции нельзя было просто посмотреть, особенно в случае Лиги Легенд. Сходство выявили при тестировании, а также при появлении аналогичных проблем. В обоих играх при истечении 4,5 минут был шанс на то, что вас не пустит в игру из-за огромного объема информации, которую вы должны были получить, а также был абсолютно идентичный баг, при котором если два игрока одновременно переподключаются, то у них будет бесконечная загрузка. Причем данные ошибки вполне характерны для пользовательской карты из-за внутренних ограничений, в то время как в Лиге Легенд возникновение таких ошибок было очень странным, что натолкнуло людей на мысль, что это тот же самый механизм Ghost Proxy, переделанный не под карту, а под отдельную игру. Самой популярной и наиболее вероятной теорией на тот момент являлось следующее развитие событий. IceFrog, все еще обновляющий первую доту, решил исправить распространенную
главную проблему большинства игроков механизмом реконнекта, и над этим начал работу программист Warlock. Затем, по истечению времени и появлению первых наработок над проектом, с Warlock'ом связались Riot и заплатили ему, чтобы тот сделал то же самое для Лиги Легенд и задержался с релизом программы на Dota 1, так как Лига вот-вот выйдет. Таким образом, программист сорвал куш с обеих сторон. И развязка в этой ситуации довольно сложная. В том плане, что если все делалось на честном слове между Айсфрогом и Warlock'ом, то второй не прав лишь морально. А если все делалось по контракту и контракт был нарушен, тогда это нарушение уголовно наказуемо, а сама ситуация является недобросовестной конкуренцией разработчиков Riot Games. Что касается ответственности программиста, то с одной стороны более вероятно, что между ним и Айсфрогом был контракт, ведь в то время Dota уже обладала огромной популярностью и трудно поверить, что такие вещи делались на одном честном слове. С другой же стороны, если контракт и вправду существовал, то почему не было судебного иска? Тот факт, что конфликт по сути не разрешен и нет точной информации, кто прав, кто виноват, и послужил толчком к началу первых споров, а впоследствии и к презрительному отношению сообществ друг к другу, о котором мы говорили в самом начале ролика. Фанаты Лиги Легенд утверждали, что механизм реконнекта появился в Лиге раньше, поэтому его украла Dota, в то время как дотеры утверждали, что об этом механизме упомянул Айсфрог еще за 3 месяца до выхода Лиги, поэтому его украла Лига. Была и третья, нейтральная группа, говорящая о том, что все это скорее всего open source, но таких неопределившихся комментариев было ничтожно мало. Мы взяли один из самых ранних и популярных тредов 2010 года о сравнении первой доты и Лиги Легенд, а также параллельно провели лингвистический анализ с использованием корпусной лингвистики и NLP. Результаты были следующими. 26% пользователей относились к другой игре нейтрально, 33% писали комментарии с иронией, высмеивая игру оппонента, а 41% комментариев был пропитан оскорблениями и самой настоящей ненавистью. И вы не представляете себе, какое удивление испытала наша редакция, когда мы обнаружили, что из всех негативных комментариев лишь 6% ссылались на тот самый скандал. Из 127 негативных комментариев, имеющих конкретику, а не пустые оскорбления, только 7 комментариев упоминали Ghost Proxy. Но как такое возможно и почему? Мы упомянули самое раннее скандальное событие, произошедшее в первые 4 месяца релиза Лиги Легенд, но его доля в обсуждениях является настолько крошечной, что ее можно назвать погрешностью. Чисто для справки, в тредах со сравнениями других моба-игр, а именно Лига Легенд против Ходса, первая Дота и Дота 2 против Ходса и так далее, доля негативных комментариев составляет всего 4%, что в 10 раз меньше результата Лиги против Доты. Что же тогда является причиной вражды сообществ? Неужели она возникла спонтанно? Ведь никаких скандалов до марта 2010-го не было. Да уж, вот так загадочка. Для ответа на этот вопрос нужно вернуться в самое начало. На сайте Dota All Stars появилась реклама Лиги Легенд. Припоминаете эти слова? Взгляните на саму рекламу. В ней указано, что главными причинами, из-за которых вы должны играть в Лигу Легенд, является то, что там не будет дисконнектов, раздражающих ливеров, противных читеров, зато будут полностью имбовые матчи. Причем обратите внимание, Dota All Stars — это самый лучший источник для размещения подобного баннера, ведь там сотни тысяч людей, и все из них играют именно в мобы. Помимо этого, мы нашли еще 7 ресурсов, хотя их было определенно больше. По содержанию реклама была абсолютно такой же, в лиге нет дисконнектов, читеров и так далее. Однако давайте изучим эту информацию поподробнее. Если в отношении имбовых матчей это просто абстрактный пиар-ход, а последний пункт представляет собой то же самое, что и первый, то вот в отношении отсутствия читеров и дисконнектов это довольно важное заявление. В первом случае Riot Games должны были решить проблему читеров, которых на тот момент было огромное количество, что доказывает счетчик скачиваний на читерских форумах и обилие бесплатных счетов на первую доту. Во втором же дисконнекты, которые, исходя из издательства KPS, происходили больше, чем в каждой третьей игре. На деле ситуация разворачивалась довольно забавно. Античита в лоле на релизе беты и даже после релиза беты не было. А механизм реконнекта не решает проблему, потому что выход из игры чаще всего был именно намеренным, о чем, кстати, напрямую заявляли компании, так как можно легко отсортировать людей, вышедших из игры через кнопку, и людей, неожиданно потерявших соединение с сервером. В ответ на то, что это ложь, Riot Games отнекивались, говоря о том, что под отсутствием читеров они имели в виду повышенное внимание к репортам, а под дисконнектами имели в виду именно те, которые вызывались плохим интернет-соединением, что решает механизм. К
слову, их заявление не убедило сообщество, потому что большинство обсуждений сошлось на мнении, что если это и вправду так, то почему они вместо отсутствия читеров не написали повышенное внимание к репортам, а вместо отсутствия дисконнектов не написали механизм переподключения, ведь на деле проблем в лоле стало даже больше. Этим вопросом, как вы можете наблюдать, и задался пользователь Гриос. Большинство людей, разбирающих скандал, интерпретировали ситуацию следующим образом. Игрок видит рекламный баннер, пробует Лигу Легенд, а останется он в ней или нет, зависит в основном от личной неприязни к доте, ибо указанные проблемы не исчезли, наоборот, появились новые в лице страшного пинга, бразильцев, багов, эксплойтов и ужасного подбора. И это только те, что были известны. Из-за этой теории фанатов лиги на Reddit называли не лолерами, а аббревиатурой DH, то есть Dota Hater. На тот момент для комьюнити такая точка зрения и вправду объясняла сформировавшиеся группы игроков. С одной стороны дотеры, обвиняющие Лигу Легенд в лживой рекламе, с другой лолеры, которые просто являлись хейтерами доты. Однако это звучит как-то странно и вызывает еще больше вопросов. Но пояснения от разработчиков Riot Games дали окончательный ответ, который мы искали все это время. Они привели месячную статистику, исходя из которой процент дисконнектов сократился в 2 раза по сравнению с дотой. Они даже предоставили базу данных, и каждый мог найти там свою игру по ID и вычислить процент дисконнектов, сверив его с теми же показателями дисконнектов в первой доте. Эту ситуацию расследовал пользователь iBrimmingy, который объяснил, почему статистика именно такая. Как мы уже упоминали, подавляющим большинством отключений от игры были именно намеренные выходы, поэтому, несмотря на все заявления Riot Games, никаких нормальных инструментов для борьбы с этим нет и быть не может. Вместо этого само сообщество решило эту проблему. Причем довольно интересным образом. Обычный рядовой игрок, который считает ливеров проблемой и сам из принципа не покидающий игры, при виде надписи «Отсутствие раздражающих ливеров» переходит в лол, в то время как дотер, который часто ливает из игр, не видит в этом никакой проблемы и не видит смысла переходить в лигу. Таким образом, в лол переходили в основном игроки, не склонные к намеренному выходу из игры. По сути, сама реклама и создала кратковременное решение, хоть проблему никак не искоренили и вскоре она вновь возникла. Да, реклама была лживой, да, разработчики не исправили проблему, но в то же время дисконнекты и вправду сократились. Грубо говоря, если борьба компании Riot Games и Valve началась из-за денег, то конфликт самих сообществ начался из-за того, что сегодня называют когнитивным искажением. Рассмотрим временной график упоминаний ключевых слов по тематике Dota vs LoL. Как вы уже могли догадаться, вышеупомянутые события обусловили наличие скачков негативных сравнений двух игр на момент конца 2009 и начала 2010-х годов, того самого противостояния, о котором идет речь. Собственно, из этого графика мы и нашли сами события, но если вы думаете, что это сыграло самую важную роль в противостоянии, то вас ждет большой, даже нет, огромный сюрприз. В том же году произошло нечто, что увеличило ненависть десятикратно, причем действия сообщества на этот раз были вообще ни при чем, и так или иначе вся ситуация с рекламой рано или поздно забылась бы, но кое-что явно разозлило сообщество не на шутку. Более того, если раньше соотношение гневных комментариев делилось приблизительно поровну, то в этом случае львиную долю комментаторов составляли именно дотеры. Так что же произошло? Помните ли вы, что создателем сайта Dota All Stars является Pendragon, человек, перешедший в Riot вместе с Ginsu? Так вот, именно из-за него реклама Лиги Легенд изначально и появилась на сайте Доты. Была лишь одна загвоздка. По истечению 4 месяцев беты об игре уже все знали, и сам форум в большей степени способствовал притоку игроков Доты, нежели Лиги, вместе с этим подогревая интерес к Доте 2, которая находилась в разработке. Думаю, вы понимаете, куда это все ведет. В итоге Pendragon решил попросту закрыть сайт. Да, самый популярный игровой форум на момент середины 2010 года просто удалился и параллельно с ним открылся форум Лиги Легенд. Разумеется, такой поступок разозлил дотеров не на шутку. Если ранее все конфликты сообществ можно было охарактеризовать всплеском и мгновенным затишьем, то после удаления форума конфликт не утихал еще долгое время. Вскоре Pendragon написал пост с небольшой предысторией, в котором он объяснял конфликт с Icefrog, а также о том, что он не мог отказаться от предложения сделать лучшую версию Доты, которая не будет иметь ограничений в виде движка Warcraft 3 или же каких-либо других. Никакой положительной реакции это не вызвало, после чего он сделал второе заявление, причем более интересное. Честно говоря, я до последнего не хотел вставлять это в письмо, но теперь, когда все выливается в открытую, думаю расставить все точки над «и». Многие считают, что Icefrog ушел из-за того, что я хотел сделать Доту коммерческим проектом, а он нет. На самом деле я понял, что Icefrog подпольно работал на S2 Games после ряда встреч, на которых он хотел продать полный концепт Доты множеству компаний, включая Riot.
Разница наших мировоззрений состоит в том, что я решил быть прозрачным и честным в отношении проекта, над которым работал и в направлении которого двигалась моя карьера. Пруфов насчет работы на S2 и попытку продажи концепта доты предоставлено не было, однако нашлись пруфы лжи от Гинсу и Пендрагона, которые говорили, что юридических прав на доту у них нет, хотя сами получили права на Dota All Stars для коммерческого использования за 2 года до удаления форума. Они также продали эти права Blizzard, чтобы последние выиграли суд с Valve, возникший из-за использования торговой марки Dota. Valve почти проиграли суд, но за них вступился разработчик Warcraft 3, и именно поэтому Dota сейчас называется Дотой. Выход второй части все равно отложили, что очевидно негативно сказалось на Valve, но компания в свою очередь решила возместить потерянную сферу влияния громкими новостями. Например, они объявили о закрытом бета-тестировании Dota 2, затем давали кучу инсайдов, а также провели первый International с первым на тот момент призовым фондом в $1 миллион, пока игра находилась в бете. Такой подход, как и планировалось, обеспечил разработчикам потерянный ажиотаж, а также привлек огромное количество людей, незнакомых с жанром моба в принципе, что по идее должно было прекратить вражду сообществ на релизе, ведь львиную долю токсичных сравнений писали именно дотеры. Но негатив в сообществах не исчез, а наоборот возрос вследствие влияния эффекта ореола и группового мышления. Грубо говоря, в 2013 году на релизе второй доты большая часть новых игроков, незнакомых с жанром, дружили с ветеранами моба игр, которые обладали авторитетом. Общаясь между собой, они как бы перенимали ненависть к лиге для поддержания диалога. Такое поведение не является чем-то особенным. Оно давно исследовано и воспринимается как само собой разумеющееся, а подтверждает это тот факт, что с 2013 по 2014 год в наших любимых Reddit-тредах Лига против Доты большинство дотеров опять ненавидели Лигу, но в отличие от постов 2010 года не знали, за что ее ненавидят. Как бы это смешно ни звучало. Это также вызвало проявление токсичности и у новых игроков Лола, которым очевидно не нравилось, что их оскорбляют просто так. Да, конкретно в этой ситуации огромную роль сыграла одна лишь психология, ибо никаких событий, которые могли бы вызвать пустые обвинения, попросту на тот момент не происходило. Триггером такой ситуации был ажиотаж, вызванный релизом второй доты, а дальше все пошло само собой. Бесспорно, в этой ситуации были и забавные моменты. Например, если мы посмотрим на график рейтинга Лиги Легенд и Доты, исходя из сайтов для отзывов сообщества типа Trustpilot и NeoGAF, рейтинг обоих игр опустился до 1 звезды, что очень странно. Долго искать решение загадки не пришлось, и по сей день существуют сайты для микрозаработка, где пользователю предлагают условные 10 центов за регистрацию на какой-либо площадке, написание комментария, лайка и так далее. Так вот, оказалось, что начиная именно с 2013 года стали появляться скрины с таких сайтов, где пользователи данных сервисов находили задания по типу «Поставь Лиге Легенд 1 звезду за 30 центов», из-за чего рейтинг Лола проседал до единицы. Месяцем позже эти скрины обнаружили фанаты Лиги Легенд и сделали то же самое, причем повторяли это спустя год, 2 и даже 4, что является одной из причин, по которым в настоящее время у обоих игр плачевный рейтинг на всех платформах. Происходили смешные наплывы на ютуберов разных сегментов, а также смешные отзывы по типу «Игроку в доте не понравился предмет, которого не существует, а игроку в лоле не понравился персонаж из Ходса». Конечно, по сравнению с действиями самих компаний это лишь детская забава, но верность фанатов порой и вправду удивляет. Так как же все-таки продолжилась конкуренция самих компаний? Ну что же, 2013 год стал переломным моментом и называли это по-разному. Например, издательство Quora охарактеризовало данный период холодной войной. В обсуждениях на Reddit использовался термин «асимметричная конкуренция». Но все же исконным и самым правильным названием является стратегия Голубого океана. Суть в том, что прямая конкуренция компаний исчезла, и вместо этого Riot или компания Tencent, которая на тот момент уже владела большей частью акций, искала у Valve уязвимые места, по мнению сообщества, чтобы создать или кратковременно улучшить свой продукт, преподнося свои плюсы как предмет гордости. Причина, по которой в их игру можно перейти. Ненавязчиво, на контрасте, намекая на ошибки конкурента. Поэтому, начиная с этой даты, компании, их главы и работники вели себя так, как будто не знают друг друга. Ни одного упоминания оппонента в статьях вы не найдете, ведь суть стратегии в том, чтобы пользователь сам сделал якобы ненавязанное сравнение, хотя на деле они только и ждали чужой ошибки. В Riot Games так вообще ввели правила, по которым сотрудникам их же компании запрещено упоминать доту, а также они пытались распространить это на сообщество, ибо есть подтвержденные случаи, когда клиент Гарены намеренно цензурил слово дота в начале игры, но вскоре это быстро убрали. В самом начале битву влияния проиграли Valve, что видно по пиковому онлайну игр к 2013 году.
А причиной этому послужил тот факт, что Лига Легенд релизнулась на 4 года раньше и успела захватить корейские и китайские регионы. Да, действия Valve с бета-тестом были разумными, и они и вправду принесли плоды, но этого было мало. Хотя после смены характера противостояния они успели воспользоваться слабостью первыми. Но в чем была слабость и как она повлияла, узнаем после небольшого отступления. В этот момент происходило обсуждение игры Big Rigs. Это игра в жанре гонки, которая технически была плоха во всем. Причем настолько, что хвалебных отзывов в тредах по ней в принципе нет, хотя искали мы углубленно. На минусы игры указал ютубер Zybak TV. Его видео набрало 60 тысяч просмотров, только усилив обсуждение, что по меркам того времени является нормальной цифрой. So let's take a little bit of a shortcut here. Yeah. So we're gonna cut this corner a little bit here, and we're actually gonna take this shortcut up the mountain. Let's do this. Yep, 90-degree angles. Гоночные игры в то время имели большой спрос, поэтому люди, потратившие на эту игру деньги, получили мотивацию найти каждого человека, ответственного за этот позор. Какое же удивление было, когда создателем движка Big Rigs оказался Сергей Титов, технический директор Riot Games, человек, работавший над движком в компании на момент разработки Лиги Легенд и ее релиза, причем сам движок Лола написан на том же языке и вызывал похожие фризы, что и в гоночной игре. Вся эта ситуация превратилась в мем, и под старыми роликами Дирила можно найти на нее отсылки, например, Big Jobs, Big Engines и Big Russian Force. Разумеется, много времени в Riot Сергей не провел и популярным в СНГ так и не стал. В настоящее время он находится в Америке и не принимает участия в каких-либо разработках. Продолжилось все тем, что подозрительно близкую дату с этим событием Valve воспользовались ситуацией и анонсировали обновление движка Доты. Сама обнова вышла только через год, но новые инсайды собрали большой ажиотаж, и впоследствии спустя 1 месяц после анонса об обновлении в графике онлайна Доты образовался пиковый скачок на 25 тысяч человек. Пусть это и не является единственным фактором, но по крайней мере сыграло значительную роль. Как же на такой удар отреагировали Riot? Наверняка вы подумали, что единственным решением будет обновить движок, и с моральной точки зрения это и вправду так. Однако это займет огромное количество времени, а ажиотаж от инсайдов разработки проблему явно не исправит. Это всегда будет пятном на полотне, а такое решение просто его размажет. Поэтому подход стал более радикальным. Все, где написано об этом, просто снесли, а упоминание Сергея Титова вычеркнули из команды и даже из фанатских вики. Однако обсуждение игроков так и не почистили, поэтому вы спокойно можете найти ссылки в описании, в источниках, либо же искать статьи через Wayback Machine. По итогу такие действия все же смогли смягчить ситуацию. Разумеется, незамеченным это не осталось. Если вы расскажете какому-то ветерану Лола или Доты о том, что Riot удаляют неугодные статьи или комментарии, то особого удивления никто не испытает. Однако метод стал действенным, и про ситуацию действительно забыли. А все потому, что суть стратегии Голубого океана в ненавязчивом сравнении. А если то, с чем нужно сравнивать и к чему апеллировать, не лежит на поверхности, то и самого сравнения не будет. Движок Лола, кстати, до сих пор не получил глобального обновления, а тот факт, что он закрытый, что на него нельзя делать плагины и что про него вообще нет никакой информации, кроме того, что он написан на C++, как раз является заслугой того самого скандального события, о котором вы только что узнали. Даже после того, как скандал замалчивали, накал противостояния игр в технической сфере не угасал. Просто связывать это с конкретной личностью или самой компанией, а не со своим железом, было трудно, ведь ссылаться уже не на что, а отсутствие обновлений движка просто невозможно не заметить, особенно в плане оптимизации, в которой и лежит продолжение истории. В 2015 году форсятся первые упоминания о чудесной оптимизации Лиги Легенд. Подтверждается это минимальными требованиями, статьями от самих разработчиков, а также заявлениями игроков на Reddit, которые получают хороший FPS на плохом железе. Вывод о хорошей оптимизации можно сделать исходя из того, что Лига гораздо стабильнее, и в отличие от Доты легче в плане нагрузки железа, из-за чего она и должна идти на всех компьютерах и ноутбуках. Об этом, к слову, и писали в статьях. Однако все это было очередным маркетинговым ходом. Вы не заметили кое-что странное? Мы уже упоминали, что движок больше не обновлялся, но почему тема оптимизации обрела интерес именно в этот временной промежуток, ведь никаких обновлений не было? Дело в том, что Riot просто упомянули о минимальных требованиях и большом FPS, хотя стабильно высокая частота кадров была и до 2015 года. Об этом по какой-то причине начали писать статьи, что и образовало тот самый пик обсуждения. И в заявлениях о хорошей оптимизации нет ничего плохого. Маркетинг не всегда основан только на лжи, и данное событие это доказывает. Или нет?
Понимаете ли, тот факт, что глобального обновления движка Лола не было, означает, что в нем нет хорошей реализации многопоточности. Если что, многопоточность — это способ распределения задач игры между несколькими потоками, которых столько же, сколько и ядер. Но ключевым фактором являются технологии Hyperthreading SMT, которые эмулируют еще один поток для каждого ядра. То есть при создании движка разработчики должны как можно более равномерно распределить вычисления на все ядра, а затем, используя данные технологии, распределить вычисления с каждого ядра на два потока, причем все так же равномерно. Разумеется, задача эта не из легких, потому что вычисления зависят друг от друга, но и мы говорим про многомиллиардную компанию. Суть в том, что при исследовании постов в большей части 2015 года топик-стартеры заявляют, что при включении и выключении технологии Hyperthreading у них не меняется FPS. Более того, упоминание таких заявлений есть даже в 2024. Движок Riot попросту не учитывает эту технологию. С помощью MSI Afterburner мы проверили общую нагрузку процессора в игре, а также посмотрели, как игра может нагружать ядра и распараллеливать задачи, а именно распределение вычислений по ядрам на актуальном процессоре Intel Core i7-13700K. Мы заметили, что из 16 ядер Лига использует от силы 3 ядра на нагрузку, и нагрузка эта неравномерна. Это нечто иное, как признак ужасной оптимизации, и если реально сравнить это с движком Source 2, который имеет технологии, показанные на экране, то сравнение получится смешным. Все это имеет последствия. Можно найти посты, где на мощных системах с довольно быстрой подсистемой памяти происходят фризы, а также посты, которые утверждают о таком явлении, как рваность кадров. То есть игра показывает на счетчике 60 FPS, но чувствуется, как будто его в 2 раза меньше. Да, все упоминания о хорошей оптимизации — это не просто маркетинг, а именно лживый маркетинг. Лига выдает большой FPS из-за нетребовательной графики, а не из-за хорошей оптимизации или новейших технологий. Кстати, что касается графики, в этой части истории раскрывается давняя загадка, которая не давала покоя игрокам League of Legends годами. Почему в Лиге Легенд нет глобального обновления графики? И на него есть два ответа. Во-первых, в настоящее время это невозможно из-за движка. Для этого потребуется его обновление, нацеленное на оптимизацию. А вот второй ответ пока останется в секрете, так как он перекликается с одной из следующих тем, и мы безусловно еще напомним вам об этом, чтобы он заиграл иными красками. Вот так плавно мы подходим к 2016 году, важной дате для комьюнити Доты, которая может похвастаться пиком онлайна в 1 200 000 игроков. А дело в том, что 2 месяцами ранее Valve выпустили крупное обновление – Dota 2 Reborn. Оно включало новый интерфейс, улучшенные социальные функции, переход на движок Source 2, а также кастомные игры для широкой аудитории. На последнее особенно стоит обратить внимание, ведь открытие мастерской сыграло огромную роль в противостоянии с Лигой Легенд. Дело в том, что мастерская стала кладезью творческих идей сообщества, что не только повысило онлайн, но и позволяло Valve посмотреть реакцию комьюнити на возможные изменения, либо взять что-то для себя. Таким образом появилась самая популярная кастомная карта от Drodo Studio под названием Dota Auto Chess, которая привела к признанию жанра автобатлер и получила, только вдумайтесь, 4 миллиона загрузок. Если что, это огромная цифра для того времени. Концепция была простой, но оригинальной. Персонажи сражаются сами по себе, однако их расположение, комбинации и слоты порождают кучу интересных стратегий. Через некоторое время Valve захотели купить оригинал, на что Drodo отказались, а вот Riot вместо покупки и переговоров с Drodo решили просто вдохновиться и начали разработку своего аналога под названием Teamfight Tactics. Особое внимание комьюнити этот случай получил даже не из-за самого факта появления Teamfight Tactics, а из-за того, что Riot назвали TFT оригинальной идеей, что запустило не только кучу обсуждений, но и волну роликов про кражу идей, из-за чего в 2017 и 2019 году также всплыли и более ранние инфоповоды про то, что некоторые персонажи из Лиги Легенд, а именно Twisted Fate и Картус, буквально копия персонажей Доты. По сути, обновление Dota 2 Reborn возродило очень давнюю ветку противостояния компаний, а именно вновь подняло тему плагиата. В том же самом 2017 году произошло немаловажное событие для СНГ региона, а именно видео Justy с хэштегом FixCSGO, в котором автор показал, насколько просто и безнаказанно играть с читами для того, чтобы вызвать резонанс и обратить внимание сообщества на проблему античита VAC. Конкретно на этом этапе причиной очередного боя сообщества или компании это не стало, но последующие ролики, связанные
связанные с софтом, набирали миллионы просмотров, а авторами являлись небезызвестные Nate King, Time is but a Window, Brutale и даже Super Stidum. Статьи на эту тему выпускали Quora, PC Gamer, Mashable, Medium и так далее. Огромную роль сыграл также и случай на про-сцене CS, а именно организации Optic, которая инвестировала в киберспорт Индии, чтобы создать конкурентоспособную команду в Азии и вывести киберспорт на новый уровень, что в свою очередь должно было стать грандиозным событием и значительно повысить онлайн CS в стране с населением в 1 миллиард человек. Грандиозным событием это и вправду стало, однако совсем по другой причине. Киберспортсмен Forsaken, подписанный Optic India, принес читы на LAN-турнир, а именно aimlock. В середине игры поставили очень долгую паузу, а на компьютере читера нашли программу неизвестного происхождения с названием Word.exe, что стало не только громким заголовком, но еще и мемом в сообществе CS, что также повлияло на репутацию Valve, которые допускают читеров не только в матчмейкинг, но еще и на киберспортивные мероприятия. В общем, бессилие ВАК превратилось в масштабный инфоповод, однако несмотря на связь Dota и CS, проецировался он в основном на Counter-Strike Global Offensive. На это повлияла куча факторов, например то, что читы на мобу гораздо сложнее заметить, сложнее писать и их в принципе меньше. Исходя из той самой стратегии Голубого океана, можно предположить, что Riot должны были создать свой продукт, то есть свой шутер, в котором уязвимое место CS, а именно античит, более не являлся уязвимым. И что же вы думаете, в конце 2018 года на официальном сайте Riot Games выходит статья под названием Removing Cheaters from LoL, которая анонсирует вылет разработчиков Riot на буткемп в город Шэньчжэнь, где они встретятся с самыми настоящими мастодонтами в сфере кибербезопасности, которых им предоставит Tencent. Спустя пару месяцев, а именно уже в начале 2019 года, на фанатов Riot вываливаются инсайды о новом шутере, гордостью которого будет не графика или способности, а именно тот самый античит под названием Vanguard, который работает на уровне ядра и предотвращает любое вмешательство в игру. Причем писали об этом везде. Буквально везде. Из-за масштабности инфоповода анонсировали также и его выход в Лиге Легенд, который произойдет через некоторое время после релиза Valorant. Однако вот ведь загвоздка. Для того, чтобы внедрить высокоуровневый античит, имеющий полный доступ к системе, нужно иметь вескую причину, доказывающую его надобность. Но настоящую причину Riot, разумеется, раскрыть не могут, ведь это может являться разве что причиной внедрения такой системы для Valve, но не для игр Riot. Даже завуалированная формулировка того, что они паразитируют на популярности читов в CS для собственной выгоды, мало того, что противоречит их же правилам запрета упоминаний Valve, но еще и вызовет негатив сообщества, а такого допустить нельзя, поэтому причину решили придумать, сильно преувеличив число читеров. Ведь как вообще можно решить проблему, не имея проблемы? Все бы ничего, но этим действием Riot наступили на свою же мину, потому что они преувеличили числа за тот период, о котором они и сами до этого писали статьи и уже показывали настоящие числа, в результате чего такая подмена данных не осталась незамеченной. Один из пользователей нашел эту разницу в 5000% и сделал вывод, что Riot лгут, чтобы вы установили Vanguard. Удалить данный пост Riot не смогли, потому что он находится не в трейде Лиги Легенд, но на их счастье популярным он не стал. Мы, к слову, уже расследовали эту ситуацию в одном из роликов и долго не могли понять, почему Riot решили выстрелить себе в ногу, параллельно связав это с версией про китайское шпионское ПО. Но сейчас пазл окончательно сложился, и оказалось, что термин spyware вообще не имеет к этой ситуации никакого отношения. Вам наверняка интересны последствия этой ситуации. Если говорить кратко, то для Riot они были в основном положительными, потому что компании удалось добиться огромного ажиотажа, на который она и рассчитывала. Пиковый онлайн в Valorant составил 3 миллиона игроков во время закрытой беты за один день, в то время как в CSGO 900 тысяч. Но не все так радужно. Наверняка вы могли заметить одну важную деталь. Если разработчики Riot Games решили воспользоваться уязвимостью ВАК, то выпустить античит с игрой они должны были быстро, чтобы ажиотаж на этой почве не утих. Иными словами, они должны были поспешить с релизом, что должно было вызвать кучу проблем с античитом. И что бы вы думали, так действительно и произошло. Из-за спешки некоторые системные сигнатуры забыли ввести в список античита, то есть можно было получить бан Вангуарда за различные драйвера, специфические ПО
вроде MSI Afterburner и другие системные файлы самой винды. MSI Afterburner, к слову, до сих пор не пофиксили, и мы в очередной раз заметили эту проблему, когда проводили тесты состояния движка. Такие технические недоработки, разумеется, вызвали негодование фанатов Riot Games. На этой почве возник скандал о том, что Vanguard — это на самом деле шпионская программа, из-за чего значительная часть игроков просто покинула Valorant. По данным портала StopGame, Riot заявили, что Vanguard не сканирует систему без игры, потребляет минимум ресурсов и не отправляет лишних данных на сервер, что вскоре частично опровергли. Это только усугубило волну критики за лишний доступ. В конце концов, разработчики пошли на некоторые уступки, в результате чего при нахождении подозрительного драйвера сам драйвер не блокировался, просто нельзя было запустить Valorant. Позже на Security Lab появились упоминания, что Riot тестирует мягкий режим, при котором ядро Vanguard активируется только при запуске игры. Причем упоминания о начале тестов есть, а об их результатах нет. Скорее всего, это нужно было, чтобы успокоить сообщество. Со временем хайп вокруг Valorant утих, и обусловлено это тем, что он изначально подавался как темная лошадка шутеров, которую можно опробовать только через суточный просмотр Twitch стримов, а уже после релиза ничего секретного из себя не представлял. Однако 2020 год запомнился не только выходом Valorant. Если мы обратим внимание на динамику Reddit-постов, вышедших в середине года на тему Dota против Лола, то окажется, что интерес возрос. При этом каких-то глобальных обновлений или действий компаний, направленных друг против друга, не было. Перед этим происходили лишь вышеописанные события, связанные с Valorant и Vanguard, но они разворачивались в начале 2020-го, и постепенно внимание к ним утихло. Так что же в очередной раз спровоцировало дискуссию между игроками? В этот период особую популярность обрели ролики, которые рассуждали на тему того, что сложнее, чтобы в заключении использовать это как аргумент к вопросу, что лучше. То же самое было и на Reddit. Если кратко, главный аргумент дотеров состоял в том, что по данным Abios, Лига Легенд с самого начала в 2009 году позиционировалась как упрощенная версия первой доты. В то же время лолеры утверждали, что такая позиция осталась в прошлом, потому что в лоле обновлений, то есть патчей, в 5 раз больше, мета меняется быстрее, соответственно и игра сложнее. Это было отдельной темой диспута, но мы еще вернемся к этому позже. Несмотря на то, что спор продолжается относительно долгое время, с места он особо не сдвинулся. Дело в том, что аргументом с обеих сторон обычно являлись разного рода игровые ситуации по типу «можно ли сделать настолько сложный отыгрыш в лоле» или наоборот в доте. Проблема лишь в том, что количество возможных игровых ситуаций бесконечно, потому что каждый матч в обеих играх уникален. Такие игровые ситуации представляют собой лишь частные случаи, которые нельзя проецировать на все матчи. Впрочем, были и осмысленные претензии немного в другом направлении, но пользовались они чуть меньшей популярностью. Как же я устал от того, что вы пытаетесь подать нам частоту обновлений вашей помойки как что-то стоящее. Мнение, что ваши обновы, кроме предсезонных, представляют собой хоть что-то, просто смешит. Изменение Грагаса в вашем последнем патче имеет такой же вид, как если бы вы взяли пиксель с его носа и поменяли местами с пикселем на пузе, но по вашим словам это явно изменит мету. Умозаключение разумное, однако мы будем пытаться двигаться в другое русло. Если сказать, какая игра казуальнее, сложно, то вот сказать, что выбирают казуалы, это уже совсем другое дело. Более того, а что если ссылаться на самих Riot Games? Мы сказали, что никаких заявлений от компаний по этому поводу нет, как нет и конкретных формулировок. Но больше слов говорят лишь действия, а также цели этих действий. В контексте Riot так точно. В том же самом 2020 году Riot Games выпустили обновление, в рамках которого в магазин игры была добавлена вкладка рекомендаций. Суть состоит в том, что теперь не нужно менять привычный билд, исходя из списка вражеских чемпионов, или в принципе запоминать свои кор-слоты. Игра сама вам подскажет, что собирать и против кого. Также был запланирован выход клэш-турниров между игроками за скины. Однако вышел он не в том виде, в котором планировался, ведь участие в нем стало более простым, чем ранее задумывалось. Кроме того, произошло обновление предметов, с помощью которого Riot решили, цитата, «упростить систему предметов для поддержки», а также были внесены более точечные изменения слотов. Например, щит от заклинаний у Грани Ночи теперь работает так же, как и у Завесы Банши. Это более понятный эффект, который позволит не тратить время на то, чтобы привыкнуть, но при этом даст врагам более очевидные возможности для противодействия. Что это, если не упрощение игры?
И каким же совпадением оказалось, что все эти обновления произошли сразу же после коллаборации со Spotify, запуска обновленной партнерской программы, а также временного финансирования стримеров. Грубо говоря, чтобы маркетинговый эффект стал наиболее ярко выраженным, разработчики стали делать игру проще. 2020 год стал началом политики оказуаливания Лиги Легенд. Если мы посмотрим на лицензии дотеров, попробовавших LoL на момент 2020 года, то можно найти кучу заявлений о том, что порог входа намного ниже. Имела ли эта политика успех? Да, причем огромный. На графике активности, предоставленным порталом activeplayer.io, можно заметить не только пик онлайна при коллаборации со Spotify, но и рост числа игроков после обновлений, направленных на упрощение игры. Доказывает ли это тот факт, что казуалы чаще выбирают Лигу Легенд? Нет, для этого нужен более конкретный пример. Это вполне разумное логическое следствие, но в контексте миллионов игроков всегда нужен точный пример, и он есть. Но для этого нужно сделать небольшое отступление. Есть одна программа под названием Adobe Flash Player. Это мультимедийный плагин, широко использовавшийся в браузерах до конца 2020 года для воспроизведения интерактивного контента, включая браузерные игры, анимации и видеоролики. В контексте казуальных браузерных игр найти что-то без использования флеша было чем-то аномальным. Для подобных флеш-игр создавались сайты по типу miniclip.com или ya.com, которые предоставляли доступ к тысячам подобных игр. Просто для справки, исходя из данных сайта GameWorldObserver.com, одна из самых популярных казуальных флеш-игр, причем даже не самая популярная, имела на тот момент 20 миллионов игроков в месяц. Просто вдумайтесь, это лишь одна игра из тысячи. Но, к сожалению для всех казуальщиков, появилась новость о том, что из-за технических уязвимостей Adobe Flash Player отключат 31 декабря 2020 года. Львиная доля статей про скорое отключение вышла в начале осени. 16 сентября расширение уже пропало из Chrome, и в эту же дату о скором прекращении поддержки написали Microsoft и сама компания Adobe. В результате многомиллионная аудитория казуальных фри-то-плей игр щелчком пальца осталась без рынка, а обновление большинства популярных браузерных игр на HTML5 требовало время, а также большей огласки. Это повлияло вообще на всю сферу онлайн-игр, и куда бы ни зашли, вы заметите пик онлайна. Однако основной вопрос состоит в том, где эти игроки остались. Если ссылаться на activeplayer.io, то 17 сентября онлайн-лиги увеличился на 56 900 человек, а остаточный процент данного повышения до конца месяца без учета выходных составил 32,4% от этой суммы, в то время как в доте онлайн увеличился на 21 800 человек, а остались оттуда лишь 8,7%. Если очень сильно захотеть, можно даже найти упоминание о наплыве новых игроков в тредах по Лиге Легенд. Их появление вызывало большое удивление у постоянной аудитории Лола. Однако никто не связывал это с закрытием флеша и не использовал эту новость как аргумент в спорах, хотя это намного нагляднее показывает последствия политики оказуаливания. Разработчики делают все, чтобы обеспечить повышение онлайна, даже если это не понравится уже имеющейся аудитории, и именно сейчас важно затронуть вторую причину отсутствия глобального обновления графики, которая так сильно жаждет комьюнити. Второй ответ на вопрос, почему нет глобального обновления графики, мы до этого оставили под секретом, чтобы он заиграл новыми красками. Движок — это далеко не единственная проблема, и многомиллиардная компания вполне может ее решить. Достаточно нанять технических специалистов, кроме Сергея Титова, разумеется, или приобрести какой-нибудь сторонний движок. Так, например, недавно сделали с Valorant, который перешел на Unreal Engine 5, понятное дело, не принадлежащий Riot. Дело в том, что это обновление пусть и порадует комьюнити, но онлайна не прибавит, а напротив, уменьшит. Если вы думаете, что людей со слабыми ПК мало, то по данным Medium, как минимум 8% от всех игроков в LoL играют на слабом железе. И играют не из-за того, что LoL это лучшая моба, а потому что у нее нетребовательная графика, и она спокойно работает даже на слабых компьютерах. А если быть точнее, как прямо указано в той самой статье, на ноутбуках. А теперь довольно интересный вопрос. Была ли сама политика оказуаливания каким-то этапом в противостоянии с Valve? Вам может показаться, что если и была, то лишь косвенно. Однако появились новости, что в 2020 и 2021 прямо перед коллаборациями, для которых и были сделаны изменения, Riot Games начали оказывать давление на киберспортивные организации, а также на организаторов самих турниров, чтобы они перестали хостить события по Dota 2. Человеком, придавшим этому наибольшую огласку, стал аналитик Ричард Льюис в подкасте на тему решафлов. Я думаю, вы все захотите
захотите услышать кое-что, если вы, конечно, не фанат Валоранта. Riot осознали, что они не хотят тратиться на турниры и делать что-то самостоятельно, поэтому пришли к DreamHack. Помните же? Там еще Винс кастил. Так вот, они обратились и к DreamHack, и UK Events, и MLG, и ESL, и вообще всем существующим людям, и сказали, что хотят провести турниры. Мы дадим вам призовые, отправим вам став, и вы сделаете это типа от себя. Да, разрабы увидели, что это заходит, что нет пустых сидений, потому что там сидел их став и раздавал сраные бесплатные пропуски, бесплатные скины воли или что там у вас. И после всего этого они решили надавливать на киберспортивные организации, такие как DIG или EG, и сказали: ребят, если вы хотите участвовать в турнирах по нашей игре, у вас не может быть ростера по доте. И они отрицали, что это говорили. Но когда эту историю раскрыли и сделали публичной, такие люди как я, они просто отступили. Потом снова начали заниматься тем же самым. То, что делают Riot, можно отнести к предотвращению появления эффекта перелива, который заключается в том, что все их маркетинговые действия по сути обязаны принести популярность не только лолу, но и всему моба-жанру, чего они, разумеется, не хотят, поэтому выбирают более монополистическое поведение, для которого характерны радикальные действия. Вы наверняка смогли заметить, что все источники, которые мы показали, находятся за пределом пространства лола. То есть все посты не в тредах по Лиге Легенд, а личности, которые об этом рассказывают, не являются уполномоченными лицами Riot или жертвами этой ситуации. Дело в том, что когда эту новость публиковали в тредах Riot Games или в тредах по Лиге Легенд, посты они сносили, из-за чего в обсуждениях появилась формулировка Tencent против Dota 2. Да, именно Tencent против Dota, а не Tencent против Valve или Riot Games против Dota. Дело в том, что комьюнити лола не понравилась цензура, которая применяется даже не к дотерам, а к самим лолерам, причем не только в этом аспекте. На Reddit вообще появилось правило, где про скрипты и читы нельзя ничего писать даже косвенно, потому что это может поставить репутацию Vanguard под вопрос и снизит эффективность пиар-хода, который обошелся Tencent очень дорого. Притом до того, как Tencent выкупили Riot, такого не было. Да, было удаление форума Доты, но одно дело, когда вы пытаетесь насолить дотерам, а совсем другое, когда цензура направлена на свою же аудиторию. Скандала из этого не получилось ни в 2020, ни в 2021, хотя предпосылки были неплохими. Если бы в этот момент появился протест масштаба сопоставимого с Fix CSGO, но уже на тему цензуры, это возможно хотя бы как-то повлияло на ситуацию. Или не повлияло. Во всяком случае, мы можем лишь гадать в этом аспекте, ведь ничего из этого в итоге не получилось. Давайте закроем эту тему и подумаем, а чем еще был примечателен 2021 год. Для игроков Dota 2 этот временной промежуток стал особым в контексте матчмейкинга. Дело в том, что именно в 2021 году разработчик из Valve Джефф Хилл опубликовал Reddit-пост, в котором заявил следующее. Наш матчмейкинг будет оптимизировать каждую игру для того, чтобы она стала более балансной. Если быть точнее, я говорю про те игры, где у каждой стороны шанс победить является равным. Как последствие этой цели, спустя некоторое время винрейт каждого игрока будет стремиться к 50%. После подобного заявления реддиторы нашли также и патент матчмейкинга 2018 года, который подтверждает слова разработчика. Такое заявление очень напомнило дотерам другое событие, уже связанное с компанией Wargaming, где игра поощряет вас за покупку донада и такими же матчмейкинговыми манипуляциями упрощает игру, закидывая врагам танки более низких уровней. Приводили также аналогии из Activision. Не прошло и месяца, а система 50% стала настолько обсуждаемой, что уже выходила за рамки доты. У многих появился вопрос, зачем Valve так поступили. Как оказалось, ответ на это давали еще задолго до самой ситуации. В популярной книге «Искусство геймдизайна», вышедшей в 2008 году, в статьях Game Developer Blog и даже в трудах психологов 20 века, к примеру, Берреса Фредерика Скиннера. Суть заключается в таком понятии, как пирамида интереса. Если сбалансировать все таким образом, чтобы у вас не было слишком длинной череды побед или поражений, то азарт после победы будет сохраняться намного дольше. А какой теоретический шанс должен быть на победу или поражение в идеальных условиях, чтобы лустрик или винстрик имел бы наименьший шанс на продолжение? Правильно, 50%. Но проблема в том, что ваш личный скилл либо увеличивает этот шанс, либо понижает его, что идет вразрез с предыдущими размышлениями. Поэтому шанс просто уравнивают показателями ваших союзников, и вероятность того, что вы покинете доту, теперь становится меньше. С точки зрения разработчика, подобная идея матчмейкинга подавалась как разумное решение. И для Valve, чтобы удержать в игре онлайн, и для игроков, чтобы поддерживать баланс, но мнение сообщества кардинально отличалось, и Valve подверглись большой критике за это. Самым забавным является тот факт, что и в 20 веке
Все психологи, придерживающиеся этой теории, также подвергались критике со стороны других психологов. Например, труды Скиннера критиковал Карл Роджерс, утверждающий, что фактор азарта является слишком личностным, и проецировать такую систему на все поведения – кощунство с научной точки зрения. Герберт Саймон писал, что Скиннер не учел когнитивные ресурсы человека, намекая на то, что измененная в его понимании пирамида интереса работает только если подопытный о ней не знает. После того, как человек, знакомый с теорией вероятности, сыграет в кости 100 раз и не получит одной и той же комбинации 2 раза подряд, то он поймет, что куб не случайен, и играть нет смысла. То, чего вы, мой друг, и пытались избежать. Это и вправду забавно, но факт остается фактом. Если мы будем искать первоисточники принципа системы 50%, мы рано или поздно дойдем до разработок психологов 20 века. Однако сами дотеры больше уповали на отсутствие справедливости в такой системе. Ведь исходя из самой же системы, если для балансировки винрейтов 50% вам заклинит плохого игрока, то вы как сильный игрок команды должны играть еще сильнее, хотя и превосходите ММР, на котором сидите. А он, как человек, который не доигрывает, должен просто отыграть на средний ранг лобби. Несмотря на то, что недовольство комьюнити было огромным, появление нового патента на матчмейкинг так и не случилось. То есть система какой была, такой и остается по сей день. Но все это имеет очень важную деталь. О какой бы игре ни шла речь, разработчики либо самолично признавались в ней, либо комьюнити находило их матчмейкинговые патенты. Ну либо и то и другое. И в Activision, и в Wargaming, и в Valve. Вы наверняка уже начали догадываться, к чему это все ведет. В том же году появились подозрения о подобной системе и в Лиге Легенд, причем ее существование отрицают и по сей день. Всем привет! В этом ролике я наглядно докажу отсутствие лузерку и объясню, почему теория лузерку в принципе не имеет ничего общего с реальностью. Настоящую огласку скандал получил, когда самый популярный стример Лиги Легенд Тайлер Уан начал говорить об этом на своих стримах, что спровоцировало главного геймдизайнера Riot Games дать свой ответ. Лузерку не существует. Мы не ставим в вашу команду плохих игроков намеренно, чтобы вы проигрывали больше. Даже если бы мы предположили это, разве мы не хотели бы дать вам хороших игроков, чтобы вы перестали проигрывать? Для ранговых игр мы подбираем вас лишь по вашему рейтингу, и это все. Если вы много выигрывали и начнете проигрывать, это потому, что вы играете против лучших игроков и больше не находитесь на том уровне. Это не потому, что мы подобрали вас со всеми интерами и поместили всех смурфов во вражескую команду. На это заявление стоит обратить особое внимание. Например, прикинуть тот факт, что для большей доказательной базы обычно используют какие-то числа, но они не обязательно должны что-то означать. Посмотрите на количество абстрактных формулировок. 99,9% людей. Из 100 вещей, которые вы могли бы сделать по-другому. Некоторые наблюдения за последние 12 лет. И так далее. В сообщении Fragzone нет ничего, что имеет вес. Ни графиков, ни статей, ни наблюдений, ничего. А знаете, что имело бы вес? Патент. Именно по патентам во всех играх вышеперечисленных компаний и выявляли подобную систему. И патент есть. Если вы играете в Лигу Легенд и знакомы с темой LoserQ, а также с нашим каналом, то вам лучше присесть. До нашего видео этот патент никто не находил, никто не снимал и никто даже не упоминал. На экране вы видите идентификационный номер патента, если хотите изучить его самостоятельно. В патенте написано, что матчмейкинг учитывает поведенческие данные игроков. То есть после игры у вас есть возможность похвалить лучших союзников и лучших врагов, и когда вы хвалите какого-то из игроков, у него увеличивается показатель ментора. Грубо говоря, количество похвал в разных категориях. Когда этот показатель преодолевает определенную отметку, начинает работать система наставник, которая закидывает к этому игроку, цитата, неопытных игроков с низким уровнем скилла. Это полностью объясняет сложность апаса для хардстаков, игроков, которые застряли на своем рейтинге. Дело в том, что хардстаки по определению играют огромное число игр, из-за чего их просто чаще хвалят, и они быстрее добиваются звания ментора, из-за которых им и подкидывают агента в очередь. Более того, если вы знакомы с LoL комьюнити, то знаете о меме сценарий. Заключается он в том, что исходя из матча, ты думаешь, что вся игра как будто бы подстроена чисто ради тебя. Плохих игроков подбросили именно тебе, а не кому-то другому, что в контексте
контексте матчмейкинга называют шизофренией, ведь если система сценария существует, то действует она для всех, а если действует для всех, то почему подмешивают именно тебе, а не кому-то еще? Обратите внимание на 18-ю страницу патента. Матч может собираться под лидера, то есть в команде системы выбирается один лидер и 4 товарища по команде, которые, как мы упоминали ранее, могут являться лоу-скиллами или новичками, которых ты должен наставлять к победе, будучи самым опытным по мнению системы, что отсылает нас к высказываниям разработчиков о ценности командной игры. Это в свою очередь объясняет успешность смурф аккаунтов в контексте матчмейкинга, ведь когда у вас аккаунт с 30 уровнем и почти нет игр в ранговой очереди, система не будет считать вас лидером. Соответственно, в каждом вашем матче до определенного момента будет минимум 2 лидера в команде, а в некоторых случаях и все 5, ведь не только вы можете быть смурфом. Подобное явление порождает сокрушительный дисбаланс. Игры 0 на 40 это уже не погрешность, а следствие. И это лишь один из сотен недочетов этой системы, которые невыгодно исправлять, так как для бизнеса Riot оборот смурф аккаунтов приносит значительный доход. Кстати, насчет агентов. Подкидным игроком может быть либо по ранее описанной аналогии человек, который играет рейтинг меньше, чем, например, люди, играющие в другие режимы типа Арама, для которых, исходя из патента, есть отдельная база поведенческих данных именно для этого режима, либо человек на лустрике, которого не хвалят. Как раз насчет последнего мы проверили совместную работу с бывшим аналитиком киберспортивной команды Unicorns of Love, Хиович, который с помощью Riot API собрал небольшую статистику на аккаунтах Изумруд Плюс, где число игр больше 400 за сплит, и выяснил тенденцию, что если на подобных аккаунтах у вас начинается винстрик, то уже после второй или третьей победной игры число союзников в ваших командах с лустриком увеличивается. Это является следствием системы менторства, а также может напоминать вам ту самую систему 50%. Добавьте сюда еще тот факт, что огромное количество людей пихает похвалы просто на рандом, не осознавая, что это влияет на матчмейкинг. На такой случай в документе есть отдельная страница, которая говорит, что если оценка не является точной, то мнение человека, поставившего эту оценку, вскоре не будет считаться системой, либо его оценки будут иметь наименьший вес. Грубо говоря, так Riot пытаются отсеять тех людей, которые ставят лайки на рандом, чтобы они не учитывались. А также, если вы получите лайк от того, с кем вы уже играли, то прибавка будет незначительной. Суть всей системы в том, что универсальной формулы полезности игрока просто не существует. Мол, никакая машина не оценит человека лучше, чем другие люди. Просто вдумайтесь в то, что сам патент не только доказывает лузерку и систему 50%, а еще может выбрать вас как сильнейшего лидера и обязать тащить неопытных игроков с низким уровнем скилла на своей спине. А если у вас это не будет получаться ввиду пика, разницы в золоте или просто множественных смертей ваших тиммейтов, система равнодушно заберет ваши эллопоинты, так называемые показатели вашего мастерства. Представьте то, что каждый раз, когда вы хвалили кого-то по делу, вы даже не осознавали того факта, что с каждым лайком делали хуже тому человеку, благодаря которому и выиграли игру. Если вы думаете, что патент уже не действителен, ведь он появился аж в 2017 году, то вас ждет разочарование. Во-первых, других патентов Riot насчет матчмейкинга не существует. Во-вторых, в патенте описана и публичная информация, то есть то, что мы можем проверить, а именно система чести. Цитата. «Наказанные игроки теряют значки и награды», что в точности описывает потерю уровня чести за условный бан чата. Бонусом к этому на 15-й странице черным по белому написано, что система изначально создана для Лиги Легенд. И наконец, в-третьих, то, что разрушит все сомнения. Riot продлили этот патент в марте 2025 года, всего каких-то 3 месяца назад. А теперь еще раз обратите внимание на дату патента. 2017 год. А этот год для Лиги Легенд особенный. Внизу мы видим дату копирайта, которая означает, что сам сайт, значит и софт, появился в 2017 году. Именно в 2017 году была введена N-Engagement Optimized Matchmaking Framework, или сокращенно EOMM. Именно в конце 2016-го, начале 2017-го Fragzone пришел на замену ушедшему типу. А также абсолютно все ситуации, которые мы рассматривали как совпадения, датировались либо 2017 годом, либо после. Да, именно в 2017-м и появились большинство первых свидетелей лузерку в Лиге Легенд на Reddit. А если посмотреть на авторов патента, то мы увидим Джеффри Лина, который и до этого участвовал в более ранних изменениях, связанных с матчмейкингом.
А само сообщение главы геймдизайна Riot о том, что лузерку нет, написано потому, что система работает только если подопытный о ней не знает. 2024 год выдался непростым для обеих компаний, ведь негатив по поводу лузерку или системы 50% не утихал ни в доте, ни в лиге. Однако что насчет 2025? И в нем также произошли не менее интересные события. Например, переход Valorant на Unreal Engine 5. В очередной раз мы возвращаемся к технической сфере противостояния, но уже не только в мобах. Наверняка эта новость показалась вам странной. В плане, вот все остальные шутеры на Unreal Engine 5, а вот Valorant. То есть движок выбрали не из-за графики, а получается из-за оптимизации? И в этом контексте все принимает довольно странный оборот. Дело в том, что оптимизация Unreal Engine 5, мягко говоря, не самая лучшая. По исследованию этой темы есть куча видео, но мы советуем вам посмотреть относительно недавно вышедшее от IGN. Таким образом, Riot признают, что до этого у них были дела с оптимизацией намного хуже, ведь они используют движок, рассчитанный на запредельную графику, соответственно и оптимизация под это адаптирована. Но есть и другая сторона. Это может являться очередным маркетинговым ходом, так как бренд Лиги Легенд и Valorant является одним из самых узнаваемых, и обычная реклама или коллаборации вряд ли чем-то помогут. А вот какое-либо глобальное обновление или, к примеру, смена движка может заставить обратить внимание на игры еще раз. С Valve это уже никак не перекликается, но может быть косвенно связано с переманиванием онлайна, хотя с другой стороны, как мы знаем, Tencent, если захотят, то могут сделать что-то более действенное, поэтому пока что все остается под вопросом. И на сегодня это было последним событием, которое мы рассмотрели. Да, похоже, так и есть. Пора бы уже ответить на вопрос из самого начала, что же все-таки лучше? И как вы уже могли догадаться, вопрос довольно сложный. Ответ на него зависит от того, что является показателем лично для вас. Например, мы раскрывали тему, где для кого-то лучше та игра, что сложнее, а для кого-то та, что проще. Кому-то ближе проект с графикой похуже, который пойдет у всех, а кто-то предпочитает высокое качество картинки, даже если его потянет не каждый ПК. Важен ли вам только конечный продукт, или все-таки имеет значение и действия самих компаний, их ложь фанатам, закулисные ходы и махинации в борьбе с конкурентами? И многое другое, что мы успели исследовать. Все это зависит лишь от ваших предпочтений, и вся информация в ролике рассказывалась лишь для этого момента. Для момента вашего выбора. За все время расследования этой темы у нас остался лишь один неразрешенный вопрос. Как такое возможно? 90% людей смотрят наши видео без подписки. Исправляйте ситуацию, потому что ролик вообще-то уже заканчивается. Текст читал Ультима Дьявола, закадровый голос Грусть, геймплей подбирал Грусть, сценарий писал и монтировал Кроу, текст редактировал Билар, все треки к видео писал Танатос, превью сделал Чейн. Отдельное спасибо ViewV за участие в сценарной работе, спасибо Хиович, что предоставил графики с Riot API, а также благодарим The One Who Grisp за наводку с патентами. У него, кстати, в ближайшее время выйдет ролик, более широко затрагивающий эту тему. Ну и наконец, спасибо вам за просмотр. Всем пока.